этом видео я дам вам несколько ключей, понимание которых позволит вам творить чудеса в вашей индивидуальной реальности. Всем добрый день! Я очень рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Елена Кудрина, и сегодня у нас будет очень-очень интересный разговор. Сегодня мы поговорим о том, что же такое пространство, время и гравитация, и как они влияют на процесс управления реальностью. А также почему определение квантовой становится ключевым в разгадке этих волшебных процессов. Усаживайтесь поудобнее и направьте все свое внимание на то, о чем я буду вам говорить. Вопрос непростой и требует сосредоточенности. Хочу сразу сделать одно небольшое замечание. В своих рассуждениях я буду опираться на информацию об открытиях квантовой физики, которую я достаточно подробно разбирала в своем предыдущем видео. Ссылка на это видео сейчас появится в верхнем правом углу экрана. Очень рекомендую вам его посмотреть. Итак, поехали. Пространство – это вся та реальность, которая нас окружает. Материальную часть этого пространства мы в состоянии воспринимать своими 5 органами чувств, такими как зрение, обоняние, осязание, вкус и слух. Стоит заметить, что это восприятие весьма ограниченное. Дай бог, если мы способны воспринять всего лишь 1% от этого пространства. Конечно, на наше восприятие пространства влияет еще очень много разных факторов, таких, например, как опыт, воспитание, детские травмы, программы социума или наше окружение. Два разных человека могут воспринимать или иначе интерпретировать одну и ту же реальность абсолютно по-разному. Но сейчас речь не об этом. Физический, материальный или иначе макромир, который мы воспринимаем этими органами чувств, это, по сути, проявленный в пространство микромир, то есть квантовый мир. Мир микрочастиц или иначе субатомный мир. В этом квантовом мире и начинаются чудеса. Как я уже объясняла в своем предыдущем видео, микромир состоит из энергий, которые принимают материальную форму лишь под влиянием направленного на них внимания наблюдателя, то есть человека. Данный феномен был назван таким понятием, как эффект наблюдателя. Пока этого внимания нет, данные частицы, или точнее энергии, из которых состоит вся Вселенная, находятся в каком состоянии? Правильно, в состоянии суперпозиции, то есть неопределенности. То ли волна, то ли частица, ничего не понятно, просто энергия. Я рассказывала об этом состоянии в своем предыдущем видео. Сегодня оно нам очень пригодится. Это ключевое понятие квантовой физики было введено Эрвином Шрёдингером с его мысленным экспериментом с котом, который одновременно и жив, и мертв, находясь в замкнутом помещении, где есть радиоактивный элемент, который с вероятностью 50/50 может активироваться и убить кота. Пока мы не открыли это помещение, мы не знаем, в каком он состоянии. Этот эксперимент призван был проиллюстрировать доказанное им уравнение, которое сыграло огромную роль в объяснении природы всей квантовой реальности. Он доказал, что субатомная частица может существовать во множестве мест одновременно, и что одну и ту же точку в пространстве могут одновременно занимать более одной частицы. То есть субатомный мир остается размытым облаком вероятностей, пока не появится наблюдатель и не обратит на них свое внимание. Только тогда в пространстве проявятся материальные объекты. При этом на микроуровне не имеют
никакого значения причинно-следственные связи, к чему мы привыкли на макроуровне. Задумайтесь об этом. Квантовая механика обнаружила этот парадокс в рамках теории квантовой запутанности. Информация об изменении состояния запутанных электронов мгновенно передается не только на бесконечно большие расстояния, на которых они расположены друг от друга, но и в прошлое. То есть причинно-следственные связи на микроуровне нарушаются. Как вы думаете, почему? Правильно, потому что все в квантовом мире находится в состоянии суперпозиции и как бы ожидает нашего решения, во что воплотиться, как именно проявиться, нашего четкого указания или приказа, если хотите. В квантовом мире возможно все. Все состояния одновременно с разной степенью вероятности. Отсюда и возникло понятие многомерности. Физики и математики это называют Гилбертовым пространством. Это и есть так называемое пространство 5D, пространство пятого измерения, или иначе пространство вариантов, в котором и находятся все варианты развития событий вашей жизни, которые только возможно себе представить, так же, как и в мыслях человека. Ведь человек может вообразить себе все, что угодно. То есть наше сознание, наши мысли тоже находятся на квантовом уровне. Задумайтесь об этом. Есть условная граница между макро- и микромиром. Так вот, наши мысли находятся ниже этой границы перехода в квантовый мир. Наши мысли существуют в квантовом пространстве. И находятся они, барабанная дробь, правильно, в состоянии суперпозиции. От того, какими они будут, куда мы их направим, как мы их сориентируем, зависит то, как они спроецируются в эту реальность, как они ее создадут. К сожалению, человек, который этого не осознает, имеет неконтролируемый мыслительный процесс. Каждую секунду в его голове проносится миллион самых разных мыслей, окрашенных всевозможными эмоциями. Хорошо, если эти эмоции позитивные. Тогда его вибрации мысленного излучения будут находиться на высоких частотах, а энергии пространства сонастроятся с его частотами вибрации и проявят позитивную реальность. Вот посмотрите на эту хорошо всем известную шкалу вибраций. Однако, как правило, происходит все наоборот. Наши неконтролируемые эмоции постоянно скачут, цепляются за происходящие с нами события, наши деструктивные установки, навязанные социумом, или за какую-то услышанную в новостях негативную информацию. А это практически 90% этой информации, сами знаете. И как следствие наши мысли создают совсем не ту реальность, о которой мы мечтаем. Но это тема для отдельного разговора. Не хочу сейчас ее комкать. Поговорим об этом более подробно в моих следующих видео. Так вот, как же научиться создавать желаемую реальность? Как перейти на ту вероятностную ветку событий в нашей реальности, которая нам нужна? Тут уместно было бы привести цитату Эйнштейна о том, что невозможно решить проблему на том же уровне, на котором она возникла. Нужно стать выше этой проблемы, поднявшись на следующий уровень. А также слова профессора нейрохимии и нейробиологии Джо Диспенза, автора бестселлеров «Сила подсознания» и «Сверхъестественный разум», о том, что невозможно менять реальность, воздействуя материей на материю.
Изменение реальности становится возможным только на уровне энергии. Как же это сделать, скажете вы? Для этого вы должны глубоко погрузиться внутрь себя, как бы отделиться от материальной реальности, перейти на квантовый уровень и войти в состояние суперпозиции, то есть стать осознанным наблюдателем. Если вы научитесь входить в суперпозиционное состояние, вы сможете определять свою реальность. И уже из этого суперпозиционного состояния манифестировать свое осознанное намерение как четкий вектор, описывая свою желаемую реальность в совершенном времени, как будто бы вы уже сейчас в ней находитесь, глубоко прочувствовав те возвышенные эмоции, которые она у вас вызывает. Почему это так работает? Есть очень много объяснений. Есть объяснения с точки зрения нейрофизиологии, квантовой физики, эпигенетики. Вот одно из них с эзотерической точки зрения. Почему мы определяем эту реальность? Кто такой Бог, Творец, Абсолют? Правильно, Бог – это и есть наблюдатель, который наблюдает и проявляет эту Вселенную. Как он это делает? Он наблюдает и проявляет эту Вселенную через каждого из нас. Как вам такое утверждение? Дальше будет еще интереснее. Смотрите это видео до конца, подпишитесь, если вы этого еще не сделали, чтобы не пропустить мои следующие видео. Поставьте лайк и обязательно напишите свои комментарии. Поделитесь своим мнением об услышанном. Какие инсайты у вас появились? Мне очень важно получать от вас обратную связь. А мы продолжим. Теперь поговорим о времени. Что же это такое? Время не существует само по себе. Время – это такая субстанция, которая позволяет нам ориентироваться в макропространстве. Для примера, мы никогда не сможем назначить встречу, если помимо пространственных координат не определим время, в которое эта встреча должна произойти. Время – это атрибут самого макропространства. И существует оно только тогда, когда само пространство движется, то есть расширяется или сжимается. Наша Вселенная, которая возникла из одной точки, точнее из сингулярности, в которой не было ни пространства, ни времени, постоянно расширяется. Ученые пришли к выводу, что как только она достигнет максимального размера, сразу начнет сжиматься и снова вернется в исходную точку. При этом время может течь быстрее или медленнее, в зависимости от характеристик самого макропространства. Не секрет, что при удалении от больших материальных объектов, таких, например, как наша Земля, оно начинает течь медленнее. Был проведен эксперимент с самыми точными атомными часами, которые были отправлены на орбиту Земли. И было зафиксировано, что на орбите время движется медленнее, чем на Земле. А вблизи черных дыр время практически останавливается. То есть скорость времени зависит от гравитации. Чем дальше вы находитесь от объектов, которые искривляют гравитационное поле, тем медленнее течет время. И наоборот. Для чего я это вам говорю? Дело в том, что есть только одна сила, которая способна изменить и даже преодолеть пространство и время, и эта сила – гравитация. Причем проявляется она по-разному в макро- и в микромире. В макромире массивный объект, такой как, например, наша Земля, искривляет пространство, а с ним и время.
И мы как бы скатываемся к ней. Не притягиваемся, а именно скатываемся. Если натянуть упругую ткань, как батут, и в центр этой ткани бросить тяжелый предмет, а потом бросить на эту ткань более маленькие шарики, то они сделают несколько кругов по этой ткани и в конце концов скатятся к центру. То же самое происходит и в макромире. Что же в этот момент происходит на микроуровне, то есть на квантовом уровне? На квантовом уровне, по сути, все состоит из энергии. Даже когда появляются микрочастицы, фактически оказывается, что внутри них пустота. И они притягиваются настолько незначительно, настолько слабо, что на них перестают действовать законы макрогравитации. И начинают действовать законы микрогравитации, то есть квантовой гравитации, которая и определяет квантовый объект в суперпозиционном состоянии. В зависимости от того, как он будет проявлен через обращенное к нему внимание человека, проявится та или иная ветка вероятностного развития событий и сформируется соответствующая направлению его внимания пространственная реальность. Как это работает с нашими мыслями? В зависимости от того, о чем вы думаете, ваши мысли, а точнее вибрации вашего мысленного излучения вас ориентируют в тот или иной сценарий развития событий в вашей реальности. Почему? Потому что ваши мысли создают гравитацию в квантовом мире, в мире энергии. Например, если вы мыслите негативно, нагнетая и нагнетая ситуацию, вы туда и попадете. Как говорят в народе, докатитесь, скатитесь. Вместо этого нужно перейти в состояние суперпозиции, правильно сформулировать свое позитивное намерение, создать к нему гравитацию, и ваша желаемая реальность проявится. Как создать эту гравитацию, скажете вы? Для этого нужно перестать верить в ту реальность, которая у вас есть в данный момент, если она вас не устраивает, а точнее перестать придавать ей излишнюю важность. Именно важность придает гравитационность вашим мыслям. После этого отмести все другие запасные варианты и безоговорочно, даже на уровне подсознания, поверить в то, что вы уже находитесь в желаемой реальности. Потому что ваша вера имеет вес. Именно вера искривляет 5D пространство. Мысленно представьте себе 5D пространство с бесконечным множеством возможных сценариев вашей жизни. Когда вы думаете о плохом, вы создаете микрогравитацию к негативному сценарию, который расположен в этом пространстве. Думаете о хорошем, создаете гравитацию к счастливому сценарию. И чем сильнее вы верите в счастливый сценарий, тем сильнее гравитация и вероятность реализации именно этого сценария развития событий. Как же перейти в состояние суперпозиции, скажете вы? Для этого существуют специальные медитативные техники, позволяющие мысленно разотождествиться с текущей реальностью, я бы даже сказала, со своей текущей личностью, со своим прошлым опытом и, самое главное, прошлыми чувствами. Стать как бы ничем и всем одновременным, чистым сознанием, то есть перейти на уровень энергии. Что дальше? Кратко говоря, надо остановить неконтролируемый мыслительный поток, основанный на прошлом опыте, и уже из этого состояния творить свою желаемую реальность, включая исцеление и даже омоложение, окрашивая яркими эмоциями радости, любви и благодарности от проживания нового, желаемого будущего, свое мысленное проживание этого будущего.
та эмоция, которую вы будете проживать, даст сигнал вашему телу на уровне генов так, что вы начнете воспринимать желаемое событие как уже произошедшее, поверите в него и начнете создавать необходимые вибрации для перехода на нужную вам вероятностную ветку развития событий, создавая гравитацию на уровне энергий по отношению к вашей счастливой жизни. В заключение хочу сказать, сейчас я готовлю специальный обучающий курс, на котором я помогу вам овладеть всеми этими техниками. Ведь можно очень долго изучать теорию, но без реальной практики это вряд ли приведет вас к ощутимому результату. С другой стороны, без глубинного понимания того, почему и как именно эти практики работают, механически их делая, вы вряд ли добьетесь того, к чему стремитесь. Более того, можно, как говорится, наломать дров и проявить в своей реальности совсем не то, что вам действительно было нужно. Поэтому я уделяю столько времени объяснению принципов мироустройства и тех законов, на которых базируются эти принципы. Обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие видео. Ставьте лайк, если вам понравилось то, о чем я вам рассказала. И поделитесь своими впечатлениями от услышанного в комментариях. Благодарю вас за просмотр этого видео. Целую вас. Пока-пока. До новых встреч.